Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как из полимерной глины Fima с эффектом кожи сделать браслет с имитацией кожи и джинсовой ткани. Для работы мне понадобится полимерная глина Fima с эффектом кожи синего и светло-коричневого цвета. Из глины коричневого цвета раскатываю тонкий пласт. У меня это 9-я толщина пастомашины. С помощью текстурного листа придаю глине фактуру кожи. Из бумаги я вырезала шаблон будущего браслета. Кладу его на пласт глины и лезвием вырезаю деталь, немного отступая от края шаблона. Мой браслет будет состоять из сегментов, треугольников. Беру заранее подготовленный шаблон в виде треугольника, кладу его на пласт глины и вырезаю по нему 4 детали. Из этого же пласта глины вырезаю небольшой прямоугольник. Раскатываю тонкий пласт глины синего цвета. Беру самодельный штамп с фактурой джинсовой ткани. Этим штампом делаю на глине оттиск. На пласт глины с фактурой кладу шаблон треугольник. По шаблону вырезаю 3 детали. Затем разрезаю бумажный шаблон на 2 равные части. Кладу получившиеся шаблоны на пласт глины и вырезаю по ним 2 детали. Отправляю запекаться все части будущего браслета. Детали запеклись и остыли. Приступаю к сборке браслета. На запеченную деталь накладываю бумажный шаблон и обвожу его специальными чернилами по коже. Обвожу большой прямоугольник. Это будет основа браслета. То же самое делаю со всеми треугольниками. Затем вырезаю детали по намеченным линиям. Теперь мне понадобится белый маркер для ткани. С помощью него тонирую синие треугольники с фактурой джинсовой ткани. Слежу за тем, чтобы краска попала во все углубления. И когда все детали готовы, беру большой прямоугольник и кладу его на рабочую поверхность фактурной стороной вниз. На этот прямоугольник приклеиваю все сегменты будущего браслета. При этом клей я наношу только на среднюю часть деталей. По краям треугольников будет идти машинная строчка. Моя задача зафиксировать сегменты браслета, чтобы в процессе пришивания они не съезжали. Из бумаги я вырезала еще один шаблон. Кладу его на маленький прямоугольник, обвожу чернилами и вырезаю 2 одинаковые детали. Вклеиваю их между основой и крайним треугольником с одной и с другой стороны браслета. На эти детали будет крепиться застежка. Когда все детали браслета зафиксированы, достаю старенькую бабушкину машинку. Прошиваю все сегменты браслета, немного отступив от их края. Хочу отметить, что глина очень легко прошивается. Машинная иголка в нее входит не труднее, чем в обычную ткань. Этот факт меня очень сильно удивил и обрадовал. Ведь это значит, что данная пластика открывает огромный простор для творчества. Лично у меня возникло очень много идей по ее применению. Также прошиваю детали, на которые будет крепиться застежка. Вот что у меня в итоге получилось. Креплю к браслету зажимы концевики.
На один концевик вешаю карабин, на другой колечко. Посмотрите, какой необычный браслет у меня получился в итоге. Обратите внимание, насколько реалистично выглядит имитация кожи и джинсовой ткани. Все это благодаря чудесным свойствам глины с эффектом кожи. Оказывается, с помощью нее можно имитировать не только кожу, но и ткань. Очень надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на мою группу ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании под видео. Творческих вам успехов и до новых встреч!